Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй расклад. Чего ждать? Что случится до конца 2025 года? Месяца июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И понятно, что у каждого из нас свои планы или какие-то свои приоритеты, может быть и вопросы, которые уже находятся в процессе решения, а также предыдущий период 2025 года за счет планетарных транзитов могут для нас поставить некоторые вопросы, ну, как ребром, или заставить нас сделать какой-то выбор, решить ту или иную тему или самим на что-то решиться. И вот эта конфигурация выбора и факта, она может быть еще продолжена на вторую половину 2025 года. Много эмоций ожидается до конца года, как и приятных, будем реалистами, так, возможно, и не очень. Но есть и те дела, которые потребуют нашего участия, внимания. И если мы говорим июнь, почему я решила делать расклад с июня? Доброе небо июня или возможности, поскольку планета Юпитер входит в знак зодиака Рак. И это доброе небо дважды, трижды доброе для вас, потому что вы принадлежите в ваш знак зодиака стихии воды. И это период эмпатии. Это может стать важным периодом согласования или принятия тех решений, которые мы делаем не на надрыве, а когда мы слышим и себя, и оппонента. И это может быть на каком-то нашем банальном бытовом уровне, когда больше будет маленьких радостей, внутреннее чувство комфорта. Может быть, мы дом приводим в порядок, жилье или обустраиваем рабочее место на дому. Такое тоже могу предположить. Но в конечном итоге для того, чтобы наша цитадель, дом, был более уютным, защищенным, здесь проходят и взаимоотношения с близкими, так и на более глобальном уровне доброе время со всеми договориться, подписать, получить какие-то важные документы. Юпитер поддержит ваши начинания, ваши таланты, поможет им раскрыться, эмоциональную открытость и очень гармоничные преобразования в вашей жизни. Но есть и еще другой момент, другой аспект – планета Уран. И с июля месяца планета Уран, мы знаем, что это планета инновационных решений, революционных преобразований. Так вот, Уран, на момент, когда я делаю расклад, Уран находится в Тельце. А здесь он перейдет в знак зодиака Близнецы, но перейдет на время с июля по ноябрь. И в последующем это произойдет в 2026 году. То есть и он еще вернется в знак зодиака Телец. И это пробудет с окончания ноября до апреля 2026 года. И это тоже где-то к вам относится, потому что это будут какие-то заключительные аккорды тех преобразований, которые были в вашей жизни, или то, что вы инициировали. Но уже период с июля по ноябрь для вас, знаете, как пролог последующих ваших свершений, прелюдия какая-то. Вы можете за эти несколько месяцев сориентироваться, что же для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, будет важным с 26 года по 33, или какие темы вашей сферы или сферы жизни потребуют внимания, с чем это будет связано. Ну, давайте мы рассмотрим карты, при этом останемся реалистами, потому что карты – это метафора, личная история не расскажет, я всегда это говорю, а вот продумать какой-то вопрос или проблему, найти решение, помочь могут. Как альтернативные варианты, давайте рассмотрим. Итак, чего же ждать, что случится или произойдет? Основная тема или основная сфера вашей жизни или какой-то ключевой вопрос. И рядом положим карту июнь, что случится, что произойдет, чего ждать от июня. Чего ждать от июля? Что случится или произойдет, опять же, важная тема, важное событие или сфера жизни будет в августе. Сентябрь. Чего ждать от октября или в октябре? Ноябрь и декабрь. Перемешаем колоду. И первая карта: какая тайна откроется из разряда неожиданностей. То, что будет неожиданно где-то для вас. Кто или что появится неожиданно.
и к чему это все идет. Вот эти 3 карты попробуем связать. Что исполнится? Что вас удивит? И если мы спросили, чего ждать, то какое продолжение следует, мои дорогие, на 2026 год? Итак, что же важно вам знать? Или важно услышать, или основная тема, ну, наверное, что случится или произойдет, ну, все вместе. Вы знаете, тут добрая энергия, когда сами ангелы-хранители словно вам помогают. Конечно, все то, что касается вашей реальной жизни. 6 пентаклей. С одной стороны, это карта финансового успеха. Это когда вы для себя новые направления в изучении можете наметить, кстати, и к чему-то приступить. И даже если вы учитесь теперь, может быть, вы добавите какую-то совершенно новую вид деятельности или как науку, которую вы захотите изучать, и поверьте, это есть смысл осуществить, потому что именно это вам может приносить какой-то доход, вторичный, может быть, доход. Или когда вы, я такое могу предположить, тоже где-то много будете работать, или какой-то вторичный заработок, если вы имеете уже определенную профессию, вы можете опять же рассмотреть через изучение новое направление. Возможно, у вас уже что-то подобное есть. И тогда, скорее всего, что вы хотите осуществить? Помним, что деньги – это у нас один из способов взаимодействия с миром. И поэтому какие-то финансовые вопросы вы можете решить настолько хорошо. И неважно, какая отправная точка, может быть, у кого-то и финансовая брешь, а кто-то просто учится. Меня смотрят совершенно разные люди. Но, видимо, в конечном итоге, для чего-то мы ведь с вами как и изучаем науки, или осваиваем какое-то ремесло, или, может быть, скиллы какие-то, и в конечном итоге мы получаем вот этот самый долгожданный эквивалент. И словно ангелы вам будут помогать. Ну, видимо, для вас будет ваше материальное благополучие, это в центре вашего внимания. И в этом вам, как помощь высших сил, обеспечена, по крайней мере, добрая карта. По этой же карте нам еще и говорят благотворительность. Это может быть какой-то конкретный человек, который будет помогать вам, может быть, уже такой имеется, но, может быть, и ваша кому-то помощь тоже потребуется. Сама по себе карта подразумевает благотворительность, но все же она, к примеру, не подразумевает, что мы даем кому-то деньги в долг. Вот помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего, поэтому более внимательное отношение к деньгам, к денежной энергии. Чего ждать в июне? Развитие любовной какой-то, может быть, истории. Может быть, это та история, которая недавно началась. И нам, кстати, говорят, не беги впереди паровоза, не забегай. Не пытайся быстрее все расставить по местам. Карта нас приглашает вдохновиться. Хорошее настроение в июне. Есть от чего. Может быть, у кого-то в мае, я могу такое предположить, как раз и происходит какой-то кульминационный пункт или как новая точка отсчета вашей жизни, когда вы что-то сделали очень хорошо, на что вы можете опереться. Но, безусловно, тут и вдохновение, и настроение вам придает и сил душевных, но и одновременно физических. А если это действительно какая-то личная история, то она вам буквально подарит как и романтику, как и приятные эмоции, чувства. Единственное, о чем говорит карта, не драматизируй, будь реалистом. Июль. Чего ждать? Ну, прям чего-то по судьбе. Так выглядит у нас аркан Иерофант. И, возможно, кто-то задумается о той истории личной, да, они перевестили нам отношения на новый уровень. Ну, а для кого-то это может быть и работа. Работа, получение новой должности. Кстати, если вы занимаетесь, допустим, или работаете, да, в сфере просвещения, я могу допустить, кстати, психологии. Вот чему очень со знаком плюс. Так вот, заниматься рекомендуется вашему знаку зодиака. Если, понятно, это откликается в вашей душе и вам это интересно, то вот направление психологии, потому что там вы можете достичь, знаете, как и популярности, причем такой, ну, очень высокого уровня, даже могу допустить, мирового уровня, или создать какой-то шедевр, может быть, книгу написать, какую-то работу. Словно, вроде бы там все открыто, но вы в своих энергиях какие-то тонкие струны сумеете затронуть в жизни людей,
через ваше творчество, или вот если вы напрямую психологом работаете. Поэтому тут какое-то может быть продвижение по части получения новой должности, или, может быть, в июле как предложение это звучит. Но вообще по этой карте мы уверены в себе, и с другой стороны мы не идем против закона, кстати. Всегда все же это мы уважаем власть или какую-то систему иерархии, и тогда нам это дважды помогает. Поэтому для кого-то из вас июль месяц может проиграться, когда вам может даже поступить какое-то предложение от руководителя вашего или от какой-то персоны, которая стоит на несколько иной ступени структуры иерархии. И, может быть, будет важно не отказаться, потому что это будет символизировать новые перспективы. И это карта традиций. И поэтому я должна сказать, июль месяц достаточно спокойный. Все идет своим чередом. Ну и иерофант нищий не бывает, поэтому где-то это вторит первой карте. Август. Чего ждать? А вот какая-то перезагрузка. Паж жезлов или паж огня. И это, знаете, как ваша креативность, так вот буквально, или ваша деятельность, или какая-то новая задумка, новое направление, желание действовать как-то по-новому. Вы тут сами себя мотивируете, потому что вам будет что-то интересно, и вы с энтузиазмом можете взяться за новый проект, за новую работу. Будьте внимательны. Тут, правда, с июля месяца для вас могут открыться какие-то возможности. По крайней мере, так вы будете это видеть. И паж – это самое начало какого-то вашего пути жизненного или вашей деятельности, потому что жезлы – дела, работа, бизнес и деньги. Но, видимо, в основе все-таки деньги у нас тема продолжается, хотя я могу допустить, у кого-то это и новые контакты, новые люди по части, может быть, работы, хотя я могу допустить и по части личной жизни тоже. Но это то, чем хочется, повторюсь, заниматься. Здесь словно это по судьбе. И торопиться, может быть, тоже не надо. А может быть, и вы с вашим партнером, к примеру, даже для людей, кто сейчас в паре. Вы вдвоем можете какую-то тему задумать вместе. Может быть, как свой бизнес маленький, или каким образом зарабатывать деньги, или просто это будет какой-то долгосрочный план максимум, и вы будете искать пути осуществления вот того, чего вы хотите вместе. И такое я тоже могу допустить, потому что это тогда будет означать по жезлов, где-то ваша готовность действовать и поиск новых методов, новых возможностей, как новый жизненный этап. Чего ждать в сентябре? Продолжение какое-то следует. Вам придется, если здесь вы где-то адаптируетесь в предыдущий месяц, то вот здесь вы уже организовываете свою жизнь, ну, как-то по-новому. Добрые дела наспех не делаются. Здесь все идет своим чередом. Карта не говорит о том, что мы куда-то ускоряемся. Сама по себе размеренность жизни и внимание к деталям. И поэтому, если мы это переложим на обучение, на работу, то, чем вы хотите заниматься, вот здесь ваш проект нужно именно детализировать, потому что от этого будет зависеть где-то количество денег или финансовый какой-то эквивалент. Не спешите. Часто по рыцарю земли, это самый, или рыцарь Пентакли, это самый медленный рыцарь, он и едет медленно для того, чтобы все рассмотреть. Видимо, что-то крупное строится из мелочей, и вам эта карта выпадает даже на целый месяц. Не тормошите себя, что-то не ускоряйте. Тут все, повторюсь, идет своим чередом. Давайте посмотрим, чего ждать. Октябрь. А вот у нас уже карта будущего. Вот здесь конкретика. Это новые горизонты, новые перспективы. Может быть и расширение ваших кругозоров. И у кого-то тут может быть как тема переезда, безусловно, или смены работы, или какое-то дополнительное, может быть, учение, учебы, да, или когда вы вообще задумаетесь о том, чтобы что-то изменить в своей жизни кардинально, такое я тоже могу предположить. Вы можете услышать какую-то новость, которая перед вами как раз
не просто заинтересованность открывает, а вы видите точно, как вы можете приложить или раскрыть свои таланты, умения, навыки, какая-то перезагрузка. И, безусловно, эта карта будет говорить о объективизме. То есть здесь нельзя замечтаться, здесь нужно будет где-то взять с собой словно из прошлого вот те важные навыки или то, что вы умеете делать хорошо, и перенести это в будущее. И вы, правда, смотрите именно вперед, начиная уже с августа месяца. Ну, может быть, какой-то отдых или какая-то личная история возьмет верх в июне, но вот уже перезагрузка начинается в июле. И вполне вероятно, к октябрю вы будете принимать важные решения. Кстати, карта тоже говорит, не торопись, потому что мы здесь словно проверяем, все ли мы взяли с собой в будущее. А еще это, посмотрите, у нас корабль, один из символов Меркурия и исполнение желаний. И он у нас как ангел с крыльями при поддержке высших сил. Какой-то проект, ну, выходит на первый план, и вы понимаете, чем вам нужно заниматься. Не в каждой карте этой колоды присутствует либо крылья, либо ангел. Вот карта Иерофант, мы говорили по судьбе, да, что-то. И здесь нам сам ангел изображен. И первая ваша карта тоже. А остальные, хотя по пажу жезлов, маленькое перышко, это тоже как символ божественного благословления. Но есть и то, что вы должны, у вас два рыцаря, это продвижение в любом случае, хоть и медленное, но продвижение. Это то, что зависит от ваших приложенных усилий. Ну, где-то то же самое. Это когда мы развиваем, может быть, и наши отношения. То есть какая-то работа будет проделана вами, и от того, как она будет проделана, такой эквивалент будет получен. Но, в принципе, если мы на октябрь, добрые энергии будущего уже перед вами откроют новые возможности. И вам самим, может быть, захочется видеть мир. Или, как я говорила, осуществить переезд. Или, может быть, и отправиться куда-то учиться, совершенно в другой местности. Вот по этой карте запросто. Ноябрь. Да, вы знаете, вы себя тут не задвигайте в угол. Свои желания, свою мечту. Тут ведь действительно нужно на что-то решиться. И тогда в ноябре чего ждать? Словно высшие силы. Вот этот ангел материализуется практически, да? И в чем эта материализация происходит? А это вы на что-то решаетесь. Ангел выходит вам навстречу, и это может выражаться словно для нас зеленый свет. Или какие-то нужные двери открываются. Или мы на своем пути встречаем нужных людей. Это и есть помощь, поддержка высших сил. И это когда у нас больше и вдохновения, и, главное, собственной уверенности, что у меня все получится, даже если я что-то начинаю заново. А почему это происходит? Вот эти перевернутые кубки. Скорее всего, какая-то перезагрузка в ноябре, когда вы понимаете, ну, может быть, и есть какая-то тема в отношениях, неважно какая-то область. Либо это работы будет касаться отношений, да, партнерские, или, может быть, у кого-то и через личную жизнь. Если не откликается партнер в наш адрес, может быть, прежде мы и хотели продолжение какой-то истории, но мы понимаем, что это только наше желание было, а взаимного энергообмена, контакта нет, нет понимания, самое главное. И тогда мы можем вот тоже так повернуться и признать, что, ну да, вот какая-то история не может быть продолжена. У кого-то подобная перезагрузка, как и по учебе, так и по работе может быть. Или когда меня смотрят люди из разных стран в связи, может быть, с релокацией офиса, или когда вы для себя по обучению какую-то тоже новую стезю уже видите. Вы что-то могли попробовать за летний период, кстати. И вот эта перезагрузка происходит. И если вы здесь видите вот будущее, да, то вы в ноябре уже практически решаетесь на что-то. Декабрь, давайте посмотрим. Ну, действительно, не торопись. Вот весь, наверное, точнее, вся вторая половина года, она в таких спокойных энергиях. Точно, с места в карьер куда-то мы не рвемся. А если нужно детализировать какой-то процесс или найти ответы на те вопросы, которые вам непонятны, или какую-то тему вынести на поверхность и проговорить, прояснить. Вот здесь будет все хорошо прояснять. И здесь тогда по 14-му аркану это карта баланса. Ну, на декабрь это спокойное течение жизни, и это здорово. Но какие-то будут извне, потому что старший аркан.
приходить, как и новости, какая-то информация. Здесь может быть не случайная случайность. Опять же, какое-то предложение. Или вы сами каким-то проектом можете загореться, или обстоятельства так складываются, и вас ведут к какому-то итогу, и вы можете еще на что-то решиться. Здесь сам по себе аркан, который говорит о компромиссе. И, может быть, для кого-то вы не оставляете то, что вы уже начали, но дополнительно приходит еще какое-то известие, возможность, и вы будете одновременно с чем-то, ну, еще взаимодействовать. Карта нам говорит, держи самоконтроль. То есть, может быть, и разные будут энергии в декабре. Что-то вам может и не нравиться, с чем-то вы можете не соглашаться. Но помните, мои дорогие, да, тут корректировать что-то явно придется, потому что прописано буквально какие-то ваши настройки. Настройки именно, ну, назовем это тезисы или стратегию и тактику. Корректировать железно в декабре придется. Либо этого требуют внешние события, либо это вам уже что-то неинтересно, или вы не видите в чем-то прогресса. Но вот это спокойствие, внутренняя уверенность, которую дарует вот этот аркан, вам дает возможность с чем-то правильно сориентироваться. Поэтому, правда, контролируйте себя сами. И если даже эмоции рвутся наружу, то для вас, знаете, вот как беспристрастный взгляд, холодность мышления или холодная голова – это ваше все. В декабре какие-то, может быть, последуют от вас решения в связи с внешними событиями, когда вы не захотите что-то продолжать, либо обстоятельства будут так складываться, что вынудят вас тоже к какому-то важному решению или на что-то решиться. Какая тайна откроется? Здесь может открыться от конкретном человеке. И королева жезлов – это у нас тот человек, который, если мы про гороскоп переложим карту, то это те люди, которые родились под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Но, может быть, человек имеет асцендент или по луне. Или, может быть, ничего не имеет, но в этих энергиях просто находится. Это те люди, очень притягательные, кстати. Это те люди, которые обладают магнетизмом. Но это те люди, которые умеют хранить тайну. Вы никогда не узнаете, что задумала королева жезлов. Она и свои тайны хранит, но где-то и чужие. Но эта жизнь ее заставила быть такой, потому что какой-то сложный путь из проб и ошибок она уже прошла. И явно не раз нашла какие-то старые грабли посреди открытого поля. И теперь она не торопится, как и со своими суждениями, так и не делает быстро выводов. Она сначала наблюдает, анализирует, и потом где-то в одиночку готова решить какой-то вопрос, проект или правильно провзаимодействовать с людьми. Я не могу сказать, что эта карта манипулятора. Нет, конечно. Но просто именно жизненный опыт человека заставляет как-то очень правильно действовать, правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Вот какая тайна откроется. Вы можете, как и по конкретной персоне, что-то узнать. Она умеет хранить тайны. Но кто знает. Может быть, наступает время, когда вы что-то узнаете, чего вы прежде не предполагали. А может быть, и вы должны быть, карта как совет может быть воспринята. Вам тоже в таких энергиях следует быть для того, чтобы создать какой-то шедевр, может быть и так, или воплотить свою мечту в жизнь. Давайте, кто или что появится неожиданно. Работа. Вот буквально работа или какая-то подработка, или новая сфера деятельности. И мы ведь с вами говорили. И вот посмотрите, несколько карт, которые вторят. Тут, правда, как новый навык, может быть, или как с учетом Урана в Близнецах. Кто-то из вас задумается об освоении новых технологий, цифровых технологий, на работу в интернет. Или это то, что будет связано с искусственным интеллектом, или вы захотите изучать что-то подобное. Может быть, вы захотите переезд, и вы будете к нему готовиться как раз вот. И обретать те скиллы, навыки, которые дадут возможность работать из любой точки мира. Что бы тут ни было. Или будь это даже личная где-то жизнь. Нам говорят, работай, и у тебя все получится. Изучай, и у тебя тоже все получится. Тут буквально, опять же, детализация и инструкции даже прописаны,
к этой карте. И мы тут сконцентрированы должны быть на что-то. Значит, если вы ставите перед собой цель, для вас нет ничего невозможного. И я часто говорю по этой карте: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Неожиданно возможности какие-то, которые вам нужно продолжать. Не совсем манна с неба. Тут может быть такая манна, когда, ну, как ваш творческий инсайт. Или какой-то интерес, который, ну, знаете, как вспыхнул буквально, появился. Вы не думали прежде об этом, и вдруг это получается вот в вашей жизни. Или вы услышите банально какую-то фразу, которую сказал один человек. И вот это происходит в нужный момент и в нужном месте. И для вас это запускает тоже механизм перемен в вашем сознании, когда вы сами себе можете сказать: а почему бы и нет, почему я от этого проекта отказывался или отказывалась. Правда, тут могут быть такие подсказки, и это, кстати, очень символично с учетом 14-го аркана. Умеренность. Тут могут быть не случайные случайности, мои дорогие. И в чем они будут выражаться, тут у каждого по-своему. Поэтому тут как появляется неожиданно какая-то возможность, и мы приступаем к действиям, продолжаем эти действия. И к чему это все идет? Да вы посмотрите, к вашему успеху, к переменам. Это карта колесница, это карта самого по себе, как и успеха, так и буквально победы, и буквально прописана сила желания, мои дорогие. Поэтому вы тут можете что-то переиграть, передумать. И правда, у кого-то переезд или какая-то поездка. Может быть, недалекая была поездка в течение предыдущих месяцев. Или была какая-то поездка вами ранее, может быть, даже год, два, три тому назад. Вы были в какой-то местности, и она вам открыла совершенно новые горизонты. Я такое тоже могу допустить. И вы после какое-то время бездействовали или от чего-то даже отказались. И вот здесь что-то подобное. То, что в вас дремало, может вспыхнуть с новой силой. И как и поехать куда-то можете, так и вообще, в принципе, чего бы ни касалось. Здесь словно вас ангелы подводят к очень правильному фарватеру, я бы сказала, мои дорогие рыбы и рыбки. Либо пусть это ментально, давая вам нужную какую-то либо информацию, либо вот эти творческие инсайты. Ну или внешние события еще тоже могут складываться таким образом, что вас словно подталкивать в будущее. Мы с вами тоже говорили. Хорошо, идем дальше. И следующая карта у нас. Что исполнится? А ведь правда, многие желания как раз у вас и могут исполниться, мои дорогие рыбы и рыбки, по максимуму, десятка кубков. И здесь нам показана семья, поэтому у кого-то партнерские отношения, может быть, именно по личной жизни, хотя мы можем переложить на любую другую область. Есть те люди, которые вас поддерживают, я бы сказала так. Тут нам конкретно прописана семья, любовь и радость, мои дорогие. Именно в этой колоде, но мы можем ее перенести, что исполнится. Желание, по сути дела, какое-то исполняется, и это совершенно новое качество жизни. Вот перед вами не просто перемены, а какие-то добрые перемены стремятся в вашу жизнь навести или привести вашу жизнь к полному балансу. И карта может подсказывать, что исполнится. Для вас будут очень важны те люди, которым вы можете доверять. Те люди, которые вас способны поддерживать. Те люди, которые вас искренне любят. Ведь это карта искренних отношений. Это для вас будет очень важно. Это ваша как база, как основа. Может быть, мой дом, моя крепость. Может быть, у кого-то вопросы жилища. И тогда, скорее всего, у вас это исполнится. Что-то вы сумеете осуществить. Давайте узнаем, что же вас удивит. Удивит, наверное, то, что придется держать баланс. Может быть, какое-то и напряжение от вас потребуется, но это совершенно необходимо, потому что это для вас откроет, опять же, какие-то новые возможности. Я тут вижу перезагрузку и все-таки какое-то направление. И пусть даже вы не меняете работу. Но, мои дорогие рыбы и рыбки, значит, это, к примеру,
на вашем рабочем месте могут быть перемены в руководстве или в каком-то графике работы, или внешние еще события, которые на общем мировом уровне, они тоже каким-то образом могут на вас оказывать влияние. И пусть мы даже не совсем соглашаемся, но мы на что-то решаемся и держим баланс. По-другому никак нельзя. Может быть, и вы исследуете пока непознанную землю без карты, и хоть возможности открываются, но, видимо, в те двери, которые будут перед вами открыты, надо подумать, может быть, все-таки есть смысл войти, потому что сегодня возможность есть, а завтра ее не будет. Вы тут не все сможете просчитать наперед, мои дорогие, поэтому слушайте свою интуицию. А основа – это ваши близкие или те люди, которые вам помогают, мы уже с вами об этом говорили, но и где-то ваши знания, то, что вы умеете делать хорошо, может быть, ваша компетентность, и вот для этого тоже нужна детализация. Хорошо, давайте мы с вами спросим, так какое же продолжение следует? Ух ты, туз жезлов, карта возможностей какой-то перезагрузки, и когда новая какая-то палитра, приложение ваших навыков, когда вы сами можете на что-то согласиться, причем на такое, которое прежде вы никогда не делали. Креативность идет. Поэтому здесь и сфера жизни может быть связана с тем, что прежде вы этим не занимались. И это действие. Может быть, тут нам все уже несколько карт и говорит, как раз ты рассматривай новые направления, потому что никогда не знаешь наперед, что тебе будет помогать, или что у тебя пойдет и раскроется как твой талант, или все остальные твои таланты раскроет. По тузу жезлов, безусловно, это может быть и какая-то важная информация, но продолжение на 2026 год, безусловно, следует, но с какой-то новой перезагрузкой. А если мы вот эти два аркана соединим, я говорила, что это не случайная случайность, и вот как раз что-то подобное может произойти в декабре. Пусть это даже и ожидаемое, когда вы ждете какую-то информацию или ответа ждете, да? Но тогда у вас это получится. Поэтому, скорее всего, может быть, и в декабре вам придется, если вы получаете желаемое, или вот это сообщение, предложение, вам придется буквально приступить к какой-то работе или совершить какие-то действия, или даже куда-то отправиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.